Привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 700 грамм мойвы. Замаринуем рыбу. Отправляем мойву в пакет. Теперь нам понадобится цедра одного лимона. При помощи терки извлекаем цедру. Важно только желтую ее часть, иначе цедра будет горчить. Добавляем цедру лимона к рыбе. Добавляем половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки гранулированного чеснока и половину чайной ложки сушеного укропа. Прокатываем лимон по доске, чтобы легче было извлечь из него сок, и поливаем рыбку 1 столовой ложкой лимонного сока. Фиксируя края пакета, хорошенько перемешиваем рыбу, чтобы специи распределились по каждой рыбке. Оставляем рыбу промариноваться на полчаса. Тем временем займемся гарниром к рыбе. Нам понадобится 2 картошки. Картофель тщательно промываем и нарезаем на дольки. Не жарьте, не запекайте мойву, пока не увидите этот рецепт. В рыбном магазине дали рецепт и научили готовить мойву. Дешево и полезно. Гениальный рецепт приготовления мойвы. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Жарить рыбу еще никогда не было так просто. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Лайфхак, как жарить рыбу. Перекладываем картофель в миску. При помощи бумажных полотенец убираем лишнюю влагу. Теперь к картошке вбиваем 1 куриное яйцо. Хорошенько перемешиваем. В сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла, добавляем 1 столовую ложку оливкового масла, распределяем равномерно по сковороде и разогреваем. А тем временем к картошке добавляем соль по вкусу, добавляем по половине чайной ложки сушеного укропа, гранулированного чеснока, куркумы и сладкой копченой паприки. Перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились по картофелю. Теперь на картофель посыпаем 2 столовые ложки кукурузной муки, 1 столовую ложку картофельного крахмала и 2 столовые ложки панировочных сухарей. У меня домашние. Перемешиваем. Сковорода с маслом разогрелась. Перекладываем картофель. Убавляем огонь до умеренного и обжариваем картошку 3-5 минут до золотистости нижней стороны картофеля. Затем картошку переворачиваем
И также на умеренном огне обжариваем еще 3-5 минут до золотистости и готовности картофеля. Готовность проверяем шпажкой. Затем убираем картофель со сковороды на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Теперь в сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла и 2 столовые ложки оливкового масла. Разогреваем и возвращаемся к рыбке, приготовим панировку. Нам понадобится 3 столовые ложки пшеничной муки, 2 столовые ложки кукурузной муки и 1 столовая ложка картофельного крахмала. Добавляем треть чайной ложки соли и хорошенько перемешиваем. Обваливаем каждую рыбку в панировочной смеси. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях. Пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своим опытом, как любите готовить мойву вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. И выкладываем рыбку в сковороду. Обжариваем 3-5 минут на умеренном огне до золотистости нижней стороны рыбы. Затем мойву переворачиваем. И также на умеренном огне обжариваем 3-5 минут до золотистости и готовности мойвы. А тем временем подготовим вторую партию мойвы. Первая партия мойвы готова. Убираем ее на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу. Аналогично обжариваем вторую партию мойвы. Жареная мойва готова, подаем к столу. Больше не надо думать, как готовить мойву. Если вы не знали, что приготовить из мойвы, это великолепная идея. Вкуснейшая жареная мойва с картошкой. Вкусно, просто, дешево и полезно. Мало кто так готовит мойву. Муж в восторге. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.